Привет из Турции! Я часто бываю в Стамбуле и хорошо знаю этот город. Если бы меня спросили, что нужно обязательно сделать в Стамбуле, я бы назвала эти 10 вещей. Поделюсь с вами списком, который будет полезен и новичкам, и тем, кто здесь уже бывал и видел самое главное. Ставьте лайк, если вам интересны ролики из Стамбула. Я буду вам очень благодарна за поддержку этого видео. Исторический центр Стамбула – это настоящий музей под открытым небом. Перечислю основные достопримечательности, которые стоит увидеть каждому туристу. Айя София – этот храм успел побывать христианским собором, мечетью и музеем. Голубая мечеть или мечеть Султана Ахмеда. Стоит зайти внутрь и полюбоваться великолепной отделкой из голубых изразцов. Это действующая мечеть, но она открыта для туристов. Дворец Топкапы – резиденция османских султанов в течение 400 лет. К нему примыкает красивый парк Гюльхане, в котором живут попугаи. Площадь Ипподром. Здесь находится египетский обелиск, змеиная колонна и обелиск Константина. Мечеть Сулеймание. Прекрасная мечеть, построенная самым известным архитектором Османской империи Мимаром Синаном по заказу султана Сулеймана Великолепного. Во дворе Сулеймание есть чудесная смотровая площадка с видом на Босфор. Галатский мост – место, где все туристы фотографируют стамбульских рыбаков и чаек, а также пробуют знаменитый стамбульский бутерброд с рыбой балык экмек. Галатская башня – средневековая сторожевая башня – одно из самых узнаваемых сооружений Стамбула. Улица Истикляль – красивая пешеходная улица с магазинами и ресторанами, по которой курсирует красный ретро-трамвай. Я советую хотя бы один раз осмотреть исторический центр Стамбула с экскурсией. Это поможет по-настоящему понять и полюбить этот город. В описании под видео я оставлю для вас ссылку на экскурсию, которая мне очень понравилась. А для тех, кто предпочитает самостоятельные прогулки, я оставлю ссылку на мое видео с готовым маршрутом по Стамбулу. Меня очень часто спрашивают, где лучше всего остановиться в Стамбуле. Конечно, я советую пожить в центре. Это не только удобно, это еще и большой плюс к впечатлениям, потому что жить в центре Стамбула действительно интересно. Для себя я обычно выбираю один из двух районов. Первый – это площадь Султан Ахмед и все, что находится рядом с ней. В своих роликах я показывала несколько отелей в этом районе. Мне очень нравится там жить, там действительно большой выбор отелей, очень много ресторанов, все главные достопримечательности в шаговой доступности. Правда, очень много людей, но все-таки с этим можно смириться, потому что в Стамбуле везде много людей. Второй район, который мне нравится, это Беглу. Для ориентира это промежуток от Галатской башни по улице Истикляль до площади Таксим. Здесь тоже отличный выбор отелей, магазины, рестораны. По улице Истикляль всегда приятно пройтись в любое время дня, тут всегда есть чем заняться. На этот раз я решила остановиться в отеле рядом с площадью Таксим. Плюс площади Таксим в том, что это огромный транспортный узел Стамбула. Здесь есть метро, автобусные остановки. Также отсюда отправляются автобусы в аэропорт. Я выбрала отель Пера Луна Резиденс. Это небольшой отель рядом с площадью Таксим. Здесь всего несколько номеров, 4 этажа. Здесь приятные свежие номера, очень красивый интерьер. Еще мне понравились сотрудники, все очень вежливые, внимательные, всегда готовы что-то посоветовать, чем-то помочь. В этом отеле можно забронировать проживание с завтраками. Завтраки мне понравились.
Тут есть несколько горячих блюд, фрукты, закуски, свежие овощи и напитки. А на первом этаже всегда можно выпить чай или кофе с кексом, без доплат. Также каждую субботу здесь проходят вечера живой музыки с разными угощениями. В описании под видео я оставила для вас ссылочку на сервис, где я бронировала этот отель. Мне этот отель понравился, хороший вариант по соотношению цена-качество с удачным расположением. Еда – важнейшая часть культуры Турции, а Стамбул – это лучший город для того, чтобы попробовать блюда из разных регионов страны. Что вы любите больше – стритфуд, домашнюю еду, сладости ручной работы или ресторанные блюда? В Стамбуле все это есть, и чаще всего еду здесь готовят из локальных продуктов высокого качества. В Стамбуле огромное число ресторанов. Мне нравятся панорамные, рядом с площадью Султан Ахмед. Знакомиться с турецкой кухней в такой атмосфере – одно удовольствие. Вы не только едите, вы получаете впечатление, потому что такое не забывается. Название ресторана, в котором я сделала эти кадры, и мой полный гид по турецкой кухне я оставила под видео. Что попробовать в Турции? Трапезу принято начинать с легких супов. Их традиционно дополняют ассорти закусок и оливок. Турция славится блюдами из мяса, особенно бараниной. Также стоит попробовать средиземноморскую рыбу. Рекомендую брать леща или окуня. После еды в Турции всегда пьют чай. На десерт возьмите традиционную баклаву или катмер. Это теплая сладость из тончайшего теста с фисташковой начинкой. Многие туристы едут в Стамбул не только ради достопримечательностей и вкусной еды, но и ради шопинга. В этом огромном городе полно магазинов и базаров. Из самых интересных торговых центров я выделю Каньон Шоппинг Молл. Он интересен не только магазинами, но и архитектурой. И Зорлу Центр. Если вы любите гулять по магазинам, посетите Галата Порт и улицу Истикляль. Если вас интересует туристический шопинг и вы хотите купить сувениры, сладости, восточный парфюм и так далее, ваш выбор – Гранд Базар и Египетский базар. Оба интересны с исторической точки зрения. Считается, что на Гранд Базаре цены завышены, но погулять по нему все равно интересно. А вот на Египетском базаре даже жители Стамбула закупаются свежим лукумом и кофе. Турция – это страна с огромной историей и особенными культурными традициями. Познакомиться с ними очень интересно. Это можно сделать не только во время осмотра достопримечательностей и прогулок по городу, но и во время посещения музеев. Назову самые интересные достопримечательности Стамбула, которые стоит увидеть изнутри. Номер один, конечно, Галатская башня. Возможно, сама экспозиция заинтересует не каждого, но вот виды со смотровой площадки точно стоят того, чтобы постоять в очереди на вход. Также интересно побывать внутри мечети Айя София и рассмотреть ее знаменитый купол. Интересна и цистерна-базилика, одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя. А во дворцах Топкапы и Долмабахче можно узнать, как жили султаны Османской империи. В Стамбуле нужно обязательно прокатиться по Босфору. Самый простой вариант – воспользоваться паромами, которые тут считаются общественным транспортом. Я советую маршрут от причала Эминönü в район Артакёй. Это достаточно длинная прогулка, во время которой можно вдоволь полюбоваться Стамбулом с воды. Более интересный вариант прогулки по Босфору – это мини-круизы. Тут могут быть самые разные форматы. Прогулки с аудиогидом, круизы с завтраком, обедом или ужином, с вечерним шоу или без него.
В описании под видео оставлю вам ссылку, где можно посмотреть варианты. Мне, пожалуй, больше всего запомнился круиз по Босфору с ужином и шоу-программой. Вечерний Стамбул с воды завораживает. Еще один совет для незабываемого отдыха в Стамбуле – не ограничиваться осмотром только исторической части города. Я советую вам посмотреть другой Стамбул. Поделюсь с вами списком своих любимых мест за пределами центра. Район Артакёй. Тут находится одноименная мечеть, миниатюрная, будто воздушная, пожалуй, самая очаровательная в Стамбуле. А рядом с этой мечетью находится самая известная в Стамбуле точка продажи кумпира – печеной картошки с разными начинками. Обязательно его попробуйте. Холм Пьер-Лати. К нему можно подняться на фуникулере, который тоже является общественным транспортом. С холма открывается невероятный вид на Стамбул и бухту Золотой Рог. Кузгунджук. Это уютный район в Ускюдаре, на азиатской стороне Стамбула. Тут можно увидеть симпатичные цветные домики и полюбоваться Босфорским мостом во всей красе. Завтрак в Турции – это не просто прием пищи с целью утолить голод. Это красивая традиция, которую поддерживают до сих пор. Главная цель любого турецкого завтрака – получить удовольствие. В Стамбуле до сих пор можно найти рестораны, в которых готовят по анатолийским рецептам. Я пришла в один из них. Его название я пропишу в описании под видео. Это популярный ресторан в туристической части Стамбула. Тут можно попробовать традиционное блюдо мухлама. Это горячая, тягучая масса из сыра и масла. Как выглядит традиционный завтрак в Турции? Чаще всего еду раскладывают в большое число симпатичных тарелочек, а горячие блюда ставят в центр стола, чтобы их можно было разделить. Всегда присутствуют оливки, сыры, выпечка, сладкие пасты и свежие овощи. И, конечно, турецкий чай. Современные достопримечательности Стамбула тоже очень интересны. Что стоит увидеть в первую очередь? Башня Чимлыджа. Это самое высокое здание в Стамбуле. Высота башни 369 метров, а над уровнем моря 576. Ее видно почти из любой точки города. На нее можно подняться. Со смотровой площадки в Чимлыдже можно увидеть даже самые отдаленные районы Стамбула, а в хорошую погоду – Принцевы острова. А еще в Чимлыдже находится самый высокий ресторан Стамбула. Галата Порт – это современный прибрежный комплекс в Стамбуле. Он включает круизный порт, музей современного искусства и культурные пространства, различные магазины, рестораны и кафе. С набережной открывается потрясающий вид на Босфор. Если вы уже осмотрели главные достопримечательности Стамбула, устройте путешествие в путешествии. Самый лучший способ сделать это – отправиться на Принцевы острова. Попасть на них можно только по воде. Примерно час езды от Стамбула, и вы совсем в другом мире. Тут повсюду растут хвойные деревья, а из транспорта есть только велосипеды и электромобили. Летом на Принцевых островах можно искупаться, а в другое время года просто гулять и наслаждаться симпатичной архитектурой, природой и красотой Мраморного моря. Принцевы острова – это все еще Стамбул, они являются одним из его районов. Однако это совсем другой Стамбул. Тут нет никакой суеты и городского шума. На Принцевы острова можно попасть самостоятельно или с экскурсией. Я выбрала второй вариант. В описании под видео оставлю вам ссылку на тур, в котором я была.
Не забудьте заглянуть в описание, так как там будут и другие полезные ссылки и названия мест, которые трудно воспринимаются на слух. Ставьте лайк, если это видео было полезным. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков.